Всем приветик! У меня остались яблоки после последней покупки. Чтобы они не пропали, я решил спечь маленький пирог. Я решил пойти на YouTube и нашел один рецепт, немецкий рецепт, где они делают яблочный пирог. И я решил с вами поделиться этот рецепт. Я его никогда не готовил, но буду готовить и экспериментировать перед вами. Так что посмотрим, что получится, и надеюсь, что получится. Берем 2 яйца. Заливаем молоком, сахар. Все пропорции я вам напишу под видео. И здесь растопленное масло. Все это теперь мы взбиваем. Взбиваем, чтобы сахар растворился. Теперь добавим муки. Все пропорции я напишу под рецептом вам. И также разжижитель тоже добавили. Можно вручную перемешивать, но я предпочел миксером быстрее. Так, тесто наше смешалось. Теперь мы возьмем наши яблоки. Теперь надо порезать наши яблоки. Освободим от сердцевины. По рецепту было сказано, возьмите 3 яблока. Так как мои яблоки маленькие, так я возьму все. Потому что я тоже не хотел бы, чтобы они пропали. Но рецепт я, как положено, напишу вам под видео. Яблоки вымытые уже. И шкурочку снимать с яблок не надо в этом рецепте. Так как видите, это готовится очень легко и очень быстро. Итак, мы возьмем яблоки и давайте их. Осталось немножко. Теперь мы их порежем пополам, дольки и кубиками, как на салат. Мы режем яблоки в последнюю очередь, потому что они темнеют на воздухе, а так быстро мы их порежем и сразу же мы положим в тесто, и все мы тщательно должны перемешать. В то время наша духовка нагревается на 180 градусов. И выпекать надо примерно полчаса. Смотрите по своей духовке. Потому что если кто-то к вам придет в гости, или вы гостей ждете, или просто к чаю хотите, что-то такое, это легкий рецепт, и то, что я посмотрел на YouTube, делается легко и быстро. Яблоки все мы перерезали, все мы вкидываем в тесто.
А теперь тщательно мы все перемешаем. Вот такой должен получиться у нас. Так, Теперь нам надо взять плотвень. ее плотвень надо помазать маслом или попрыскать маслом. У меня кулинарный спрей, так что его как следует попрыскали. Вот так она выглядит. А теперь все содержимое с этой миски мы положим в эту плотвень. Все мы разровняем. Так. И теперь, потому что это с яблоками пирог, я немножко посыплю корицу. Я люблю корицу с яблоками. Это не обязательно, это на ваше усмотрение, как вы хотите. Вот так получилось. Теперь все это я ставлю в духовку. Духовка у меня уже нагрелась до 180 градусов. И мы ставим на полчаса, но мы должны смотреть сами по своей духовке, потому что все духовки разные, с разной мощностью. Так что с Богом! Итак, наш пирог получился. 25 минут был в духовке. Я вытащил, перевернул с плотвами и сразу же на доску. И смотрите, хорошо все вытащилось с плотвами. А теперь мы оставим этот пирог остывать. Как остынет, я немножко с сахарной пудрой сделаю, и тогда можно нарезать кусками и поставить хорошо на тарелочку. Наш пирог теперь остыл, и я теперь положу немножко сахарной пудры сверху для красоты. Посмотрите, какая красота к чаю. Прекрасно. Теперь я сейчас порежу и хорошо сложу на тарелочку. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Воздушно. Мягко. Так что этот пирог вы всегда можете сделать очень быстро. Как вам гости перед гостями, или у вас уже гости, и у вас ничего нету дома к чаю или кофе, так это делается очень быстро. Тесто все, и яблоки, все пошло у меня, минут 10-15. И выпечка пошла полчаса. Там не надо много ингредиентов. Итак, посмотрите, какой у нас красивый пирог получился. Яблочный. Запах прекрасный. И на вкус тоже я попробовал уже кусочек. Я вам советую, попробуйте, сделайте. Если вам понравится, то можете рецепт куда-то оставить себе. И всегда можете своих гостей порадовать, свою жену порадовать, или мужа порадовать, или своих бабушек, дедушек. Посмотрите, какая красота. На этом я с вами прощаюсь. И самого наилучшего вам. Берегите себя и своих родных. Пока. Thank you.